В принципе, соревнования закончились удачно. Поднял свою лучшую сумму, ну, как бы хотелось бы лучше. Готов был где-то на тонну 10. Там не дожал, на 70 был готов в жиме, 270 в тяге, где-то ну, на 60-62 где-то был готов точно. 65, конечно, тяжеловато было, ну, можно было бороться. Вот так вот приблизительно. Ну, каким упражнением ты недоволен больше всего? Жимом. Ну, что пошло не так? Ну, ошибки технические, голову отрывал. В общем, ну, могла быть и баранка. She's ready to help you, yeah. Whoa. Head up. Not enough to call it, I don't think, but we'll see. I don't know. We'll see. Yep. Yep. Not good. А раньше ты замечал за собой такую проблему? Да нет, в прошлом году вроде бы голову не отрывал, все нормально. Сейчас вес более качественный, проработанный стал. И из-за этого рубашка сидит, ну, более плотнее. Может, из-за этого, что и ломала меня внизу. Поднятие головы, ну что тебе, то есть почему голова сама по себе, скажем так, ну, у меня, ну, когда начинаю опускать штангу максимально до груди, тогда начинает рубашка наиболее сопротивляться. Из-за этого получается, что отдаешь немножко грудь, для того, чтобы легче было опустить, и, соответственно, и голову поднимаешь вверх. Ну, вот из-за этого вот эта ошибка. А для того, чтобы ну, нормально жать, нужно, наоборот, грудь держать и головой упираться. То есть будем над этой ошибкой работать, и в дальнейшем, думаю, что будет все нормально. А майка была нормально прожатая, либо очень жесткая была? Не, прожатая была. Ну, просто все дело в том, что в эту потовку я маловато с груди жал, а с брусков. И, наверное, все-таки вот нужно больше работать с груди. И для... В приседаниях все удачно сложилось? Приседания готов был больше присесть. 85-90. Right, exactly, and that just doesn't make sense for your spotter loaders to pick up something that I've been to some heavy. competitions where they use those, and it's just silly. Yeah. Mikhailo Bilanyi from Ukraine. The 800-pound. 804. Yeah, we're over 800, and it is a good lift. Тренера посчитали, что надо было все выбирать, потому что борьба была, и соперники тоже крепкие ребята. Хотел вторым уже подходом 80, идти, пошел вторым 80-75, немножко перестоял там из-за проблем технических. Из-за этого не очень так хорошо встал. Oh my goodness, 820. Wow. Wow. I think it was a good lift. Survey And says. the judges say, yes, it was a good lift. Пошли 80. 80 так более-менее нормально встал. То есть, если бы 85-90, 385, я бы был доволен. То есть на помосте ты сколько-нибудь килограмм ставил в приседании, либо выбрал все? Не, можно было 5-7 килограмм еще добавить. Чувствую. Yeah. That much weight, it's not pleasant. No. Wow. Well, I got it. Yeah, now let's see what the referees say. Good Wow. lift, 2-1. Когда оставался последний подход в тяге, помнишь ли ты свои мысли, которые у тебя были в голове? Ну надо и все. Мысли были, ну, настраивался как максимально мог. Хотя 65 не тянул никогда. 60 тянул, 65 не тянул. Что еще говорил себе? Ну, проигрывать не хочется. То есть настраивать, всегда едешь на соревнования максимально, ну, поднять максимальный результат для того, чтобы выиграть. Ну, на сегодняшний день парень из России был крепче. Ну, в следующий раз мы будем бороться. Вот в третьей тяге последней, можешь ты с технической точки зрения описать, как она проходила? В принципе, отрыв был, ну, само снятие было очень удачным, хорошо, но уже когда чуть выше колен, я уже почувствовал, что просто слабость в спине, я бы уже, ну, дальше не было сил сопротивляться, просто выложился на приседаниях, и, то есть, просто, может, на сегодняшний день на этот вес я еще и не был готов. Ну, пощупал, попробовал, да. No, he did not make it. Думаю, что на следующий год, если все нормально, то добавим хорошенько.
ты говоришь, что ты скоро переходишь в мастере, значит тебе 39. Мне сейчас 39, да, в следующем году 40. Неплохо. Да. Для взрослого чемпионата мира выступать 39 лет. Довольно серьезно. Хотел бы тебя пораспрашивать немножко про твои тренировки. И хочу, чтобы ты рассказал наиболее детально, насколько ты можешь себе это позволить, потому что я знаю, что ни один спортсмен не выдаст все секреты, ни один тренер не выдаст все секреты. Нет секретов никаких. Нет секретов. Секрет один, надо штангу поднимать и объемные тренировки делать, тяжело тренироваться и все. Что значит для тебя большой объем? Это что именно? Количество подходов, количество упражнений, вес на штанге. Ага. То есть, А можешь расписать свою неделю, как она выглядит? ну упражнениям. у меня нету, ну я занимаюсь через день. То есть, допустим, вот понедельник, среда, пятница, воскресенье, вторник, четверг, суббота, и вот так постоянно. То есть через день. 3 тренировки, 4 тренировки? 3, да, в неделю, да. 4, да? Ну, Ну, для меня так оптимально, я уже все-таки, ну, у меня такой возраст, как бы уже мастер в следующем году буду переходить, то мне для восстановления так лучше заниматься. То есть, а получается посещать, как бы ты не пропускаешь тренировки? не пропускаю. Ну, а по последовательности упражнений можешь рассказать, что зачем идет? Ну, допустим, делаю, допустим, первая тренировка, допустим, вот если понедельник выпадает, да, это приседание, потом я делаю сразу жим лежа, наклоны делаю, потом жим ногами. Ну, или бывает, что делаю, допустим, приседания, наклоны сразу, потом жим лежа, потом тягу делаю классическую, ну, с подставки. Это получается в одну тренировку у тебя все 3 движения? Ну да, только, ну, допустим, тяга не соревновательная, а классическая такая с подставки для более проработки детальной низоспины. Допустим, в среду я, допустим, делаю там, ну, с брусков дожимы, узким хватом такой вот. То есть это жимовая тренировка? Да, жимовая, да, отдельно. В пятницу, не, по разу в неделю. Приседания, тяга по разу в неделю выпадает. Допустим, в пятницу я делаю тягу, все 3 упражнения. Допустим, вот тяга сумо с пола, потом тяга с плинтовой, тяга с ямы, где-то 5-сантиметровой подставки. Это вот все делаю в одну тренировку. Все сумо? Все сумо, да. Потом следующая тренировка тоже жимовая, допустим, там на большой брусок под углом, такое там брусья. У тебя, получается, значит, есть отдельная жимовая тренировка, отдельно тяговая. Да. Но понедельник у тебя приседания не отдельные идут. Первым упражнением приседания, потом жим, потом наклон, ну, приседания, наклоны, жим и тяга. То есть получается, что у тебя тяга Ну и жим ногами. раз в неделю. Ну да, ну а соревновательно раз в неделю А получается. присед 1 раз в неделю. Присед, да, в неделю. Понятно. Ну, обычно как бы люди стараются уменьшать тягу, потому что от нее, скажем так, больше долго восстанавливаются. Хотя получается присед только раз в неделю. Да. А про какие-то вариации приседаний у тебя есть, либо просто соревновательные? 2 недели делаю тяжелый, потом неделю такой полегче, процентов на 60 сбрасываю. Так вот. Но вариаций нету никаких там с цепями, с резинками там. Не, все дело в том, что ну, с цепями и все остальные упражнения с резинками, это требует большого восстановления. Так, То есть, ну, не очень это самое. а почему большое восстановление? Что там по-другому? Ну, усилия больше прилагать надо. Оно же все же, ну, по-другому работает. Не делаю, я тех упражнений не делаю. По поводу жима, ты говоришь, что у тебя жимовые тренировки, много различных жимов, да? Можешь рассказать про все жимы, которые ты делаешь? Ну, допустим, понедельник жим лежа, да, я делаю просто один жим лежа отдельным упражнением, допустим, там, ну, рабочий вес, там, в зависимости от длительности соревнований. Если соревнования там подальше, то я делаю, ну, по 4-5 раз повторений, да. Ближе к соревнованиям по 3 раза, еще ближе там за 3 недели, за месяц по 2 раза, вот так вот. То есть там уже идет и экипировка, ну, в зависимости какие соревнования. Если без экипировочных, то я готовлюсь без экипировки, то есть все делаю упражнения без экипировки. Вот про экипировку, кстати, интересно, если, сколько у тебя длилась подготовка к этому чемпионату мира, Ну, и когда ты стал вводить экипировку? А вводить экипировку я начал где-то за 3 месяца до соревнований уже. То есть, ну, где-то раз в 3 недели получается, не чаще, ну, приседания, тяга в экипировке.
по процентам по программе за расписано? Ну, не, по процентам нет, в основном так, ну, постепенно, плавно наверх, и выхожу там, допустим, ну, в плюс там, ну, 10%, 5-10% ну, от того, что, К предыдущему. да, предыдущему, вот так вот. А бывает такое, что ты приходишь на тренировку, чувствуешь, что у тебя много силы, а ты запланировал, например, такой вес, там, например, 300 килограмм, Да, больше на 320. больше не поднимаю на следующий раз. То есть надо плавно подвестись, потому что ты сегодня поднимешь 320, а тебе надо будет в следующий раз по процентам поднимать, там, допустим, ну, еще больше, а ты уже там устал, а там уже не сможешь. То есть То есть ты себя Пла- сдерживаешь, да, хватает ума. да. Понятно. Ну, я просто сам по себе, по самочувствию занимаюсь, поэтому там выдашь в середине подготовки, потом в конце уже ну, не будет силы, и к соревнованиям еще хуже. То есть тут надо так распланировать, чтобы, ну... Ты тренируешься один или? Не, я тренируюсь один, но ребята мне помогают, спортсмены, ну, тоже там ну, разрядники, мастера, международники. То есть, ну, а так, ну, по самочувствию больше. И то есть плавно пишешь тоже сам себе. Не, не пишу, я пришел, ну, знаю, запланировал столько и делаю. Да, Интересно. да. А проходки делаешь? Делаю 90% где-то, вот 95% вот, больше не. То есть ты поднимаешь Ну, первый допустим, по вес. 2 раза, допустим, поднял, вот, и то начинаешь. Ага. То есть ты поднимаешь тот вес, с которого ты хочешь начинать, так? Ну да. Примерно. Или второй подход, допустим, там еще один подход, на 2 раза просел, то второй подход. Ну, у нас тоже специфика такая, допустим, там работаешь, вот категория 93, а работаешь с весом 97, подгоняешь вес, немножко тяжелее становится, понимаешь? То есть тоже от этого отталкиваюсь, он для жима влияет тоже. А экипировка тебе много дает? Не, немного. А ты пробовал ходить на максимум без экипировки? Пробовал. Расскажи, сколько это было. Максимально 400 на 2 раза проседал, при весе 97 килограмм. Это в экипировке? Да, А без? 315. На раз. А у остальных движениях? В жиме 225 и в тяге 345. Без экипировки. Да. Хорошо. А в экипировке в жиме? В жиме 260 лучший, в тяге лучший 355. Известно давно, и видно вот сейчас, что две лидирующие страны, это сборная России и сборная Украины, вот, то есть славяне. Расскажи, в чем как бы сила, почему эти две страны лидируют уже на протяжении многих лет, в чем как бы секрет их успеха? Думаю, это все дело в тренировках и самоотдаче спортсмена каждого. То есть, ну, сборная есть, да, тренера, они ну, отбирают. Ну, я вообще думаю, что это больше всего от спортсменов зависит, от самоотдачи. Просто действительно вот в этом виде спорта очень сложно выдерживать режим. Ты вот, ну, если начинаешь готовиться, 3-4 месяца, ну, 4 месяца, а может даже и более, ты, ну, не можешь, не каждый может это терпеть. Семья, если, допустим, у кого-то есть, ну, могут быть проблемы. Потому что, ну, когда ты начинаешь уже выходить на пик формы, тебе нужно больше, ну, отдыхать, то есть, ну, себе времени уделять, а это может многим не понравиться. Ну, не каждый спортсмен готов к этому. Может быть, и спортсмены ну, других стран, они не так уделяют этому внимания и ну, относятся к тренировкам более, ну так, специфически, знаете. Ну и думаю, что в основном из-за этого. А можешь немножечко рассказать о своей работе и то, что у тебя вне пауэрлифтинга, на что ты живешь? Ну, я работаю тренером в фитнес-клубе. Ну так, ну, не на очень много времени, так в основном вечернее время. Я женат, у меня есть семья, ребенок, 13 лет. Большой? Большой, да, ну. Понятно. И чем планирует заниматься ребенок, каким видом спорта? Или уже занимается? Занимался карате, футболом, на данный момент пока ничем не занимается. Но я думаю, что пауэрлифтинг, ты не планируешь советовать ему заниматься пауэрлифтингом? Он должен сам к этому прийти, потому что, ну, я тоже перепробовал много видов спорта, и футбол, и легкую атлетику, у меня есть разряды по легкой атлетике, первый разряд и по футболу. И дзюдо занимался, и плаванием, потом пришел в зал покачаться. Потом покачаться стало неинтересно, были в зале пауэрлифтеры, тоже там ну, стало, ну, как бы так интереснее, чем просто бицепсы качать. Ну и так вот заразился, и вот уже типа, на протяжении 20 лет тягаем металл. Ну,
хочу задать тебе последний вопрос, когда тебе тяжело, когда нужно идти в зал не хочется, есть какие-то там слова? Не, бывает тяжело, но в зал все равно иду. Вот если Бывает, допустим, не восстановился, заставляю. Не бывает, ну, от тренировки к тренировке не восстановился, да. А сбрасывать вес не хочется, приходится сбрасывать, никуда не денешься. Бывает такое, что нет такого, да, там, ну, какая-то слабость, не выспался или, ну. Но в основном тренировка это для меня основное. То есть я, допустим, вот тренируюсь в утреннее время, я позавтракал, там проходит пару часов, все, я собрался и пошел на тренировку. То есть, ну, никаких других планов у меня нету. То есть, ну, все целенаправленно. Не так, что там то работа, бегал, мотался, потом присел, потом еще что-то, потом опять присел. То есть это основное для меня. Подход очень профессиональный. Да, очень профессионально, да.